Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне, и давненько у меня не было ответов на ваши вопросы. Очень часто повторяется один и тот же вопрос. Сколько часов нужно расстаивать тесто на пшеничный хлеб в холодильнике? И что делать, если вдруг оно не подошло, либо даже опало? Но начнем сначала. Самое главное, за счет чего ваше тесто растет, это, естественно, закваска. И критически важной является активность этой закваски. Я недавно снимала короткое видео о том, как понять, что закваска ваша закисла, и как ее быстро активировать, как ее привести в рабочее состояние. Так вот, если ваша закваска не растет активно, значит, от вашего теста активного роста ждать тоже не приходится. И особенно, если ваша закваска грустит, затихает, закисает у вас в холодильнике, если вы ее там подолгу держите, и она находится в таком полуспящем состоянии, то, естественно, когда вы замесите тесто и поставите его в холодильник, оно у вас тоже будет стоять там и закисать. Поэтому первое, на что надо обратить внимание, это активность вашей закваски. Если вдруг она недостаточно активная, активируем ее. Ссылки оставлю в описании, я рассказывала, как это делается. Второй важный фактор – это, естественно, температура. Нужно смотреть, какая температура у вас в холодильнике. И не нужно ориентироваться только на те показатели, которые у вас на панели управления вашим холодильником. Если вы выставили его на плюс 6, вовсе не обязательно там будет плюс 6. В отделении, которое рядом с ящиком для овощей, будет холоднее, а в отделениях, которые выше, будет теплее. Вы, если вы занимаетесь домашним хлебопечением, вы должны знать температуру на каждой полочке вашего холодильника. Для этого проще всего приобрести термометр. Вот у меня такой электронный термометр, гигрометр. Ставим его на полочку и проверяем температуру. Он также показывает влажность, это тоже полезно. Он у меня всегда стоит на столе, я знаю, какая влажность у меня в кухне, и это значит, как поведет себя мука. Вот сейчас 55% влажности, значит, мука средней влажности. Но это мы уже отвлекаемся. В данном случае говорим о температуре. Ставим на полочку для овощей, узнаем, какая температура. Если у вас холоднее, чем плюс 4, как правило, вся дрожжевая активность затухает. И ваше тесто просто перестает бродить. Если у вас выше плюс 12, то у вас тесто в холодильнике тоже будет бродить очень быстро и быстро перебродит. И вы, когда его достанете через 12 часов, вы видите, что оно не только не поднялось, оно уже опало, оно уже перебродило. Поэтому покупайте термометр, ставите на разные полочки в разные дни, либо несколько термометров ставите на разные полочки, и вы знаете, какая температура у вас в холодильнике. И, естественно, помните, днем вы открываете холодильник чаще, и температура в нем выше. Ночью вы не открываете холодильник, и температура в нем ниже. Учитывайте. Если днем плюс 5, то ночью может быть и плюс 3. Вполне такое вероятно. Поэтому нужно проверять. И ответ на вопрос, что делать, если тесто не поднялось в холодильнике. Самый главный наш критерий – это состояние теста. Неважно, сколько часов оно там простояло. Если тесто у вас не поднялось, что делать? Нужно дать ему возможность подняться. Подняться в тепле. Вы его вынули, увидели, что оно не поднялось. Если у вас есть время на то, чтобы дать ему подняться, оставляете его при комнатной температуре. Оно спокойненько поднимается в запланированные 1,5-2 раза. И после этого вы его выпекаете. То есть в любом случае тесту нужно дать возможность подняться. Другой, конечно, вопрос, если оно у вас уже опало. Если опало, то уже, к сожалению, все. Что делать с опавшим тестом, я уже тоже рассказывала. Тоже оставлю ссылку в описании. Открывайте его, переходите по ссылке и смотрите. Ну и всем хороших запеков. Продолжим с вами печь, испечем еще много всего интересного. Задавайте вопросы, будем их разбирать.